Ребята, прекрасный розовый автомобиль, на котором я сейчас езжу, он вызывает улыбки у всех прохожих. Дети на него показывают пальцами, говорят: мама, папа, смотрите, какая классная машинка. Но мне вот это вот такое двоякое внимание уже порядком надоело. За моей спиной гараж под названием Билли Мотор Сервис. Билли — это мужик, который взялся ремонтировать мою Audi. Она здесь стоит с января месяца. В чем проблема? В том, что Билли вытащил двигатель и нашел там много очень-очень-очень мелких, но нужных к замене деталей и запчастей. Я взял этот список из 28 страниц, зашел на сайт exist.ru, провел там несколько часов, понял, что запчастей там слишком много. Потом посоветовался со своим отцом, и он, как бывалый, сказал, что лучше оплачивать работу и сами запчасти в одном месте, чтобы не получилось так, что механик сказал: ну извини, я все хорошо сделал, а вот запчасти ты купил фиговые. Машины тут ездят какие-то большие. Напомним, что ремонт, сама работа по ремонту моей Audi обойдется 40 тысяч гонконгских долларов. Половину я уже оставил. А запчасти, по моим расчетам, должны были стоить около 50 тысяч гонконгских долларов, если бы я закупал их где-нибудь в России или непонятно где. Билли их нашел и купил за примерно 96 тысяч гонконгских долларов. Сейчас я еду отдать 50% предоплаты за запчасти, которые на этой неделе приедут из Азии и на следующей неделе выедут из Англии. Ну что, пойдем посмотрим, что с моей Audi. Hello. I know. He's never here, but I want to pay money. How much? I want to pay 48,000. 8,000. 48. 48,000. Okay. The deposit for my parts. Oh, okay. What is it? Is it Gallardo? Huh? Is it V10? Yes. Same? Yes. Low turbo. No turbo. Low turbo. Это момент гордости. Моя Audi, перед ней стоит Галлардо. Ребята, это нереальное чувство. Я спрашиваю механика: а что, двигатели у них одинаковые? Он говорит: нет, на этой не хватает турбин. Господи, надеюсь, он католик. Ребятки, вопрос и скорее даже совет, который мне нужен срочно от вас. Посоветуйте выхлоп, который я могу сюда поставить, чтобы заставить свои V10 звучать либо намного ярче, либо также тихо. А вот вы спросите, почему здесь стоит вот эта прекрасная Lamborghini Gallardo? Почему она не стоит в автосалоне, вернее, в автосервисе Lamborghini? Ребятки, потому что в этом автосалоне за ту же работу, что и в Lamborghini, возьмут раз в 5 меньше. Я знаю владельцев Lamborghini, и все они как один говорят, что пока Lamborghini на гарантии, посещение техобслуживания и техобслуживание Lamborghini обходится вменяемых денег. Как только проходит срок гарантии, все абсолютно уходят от официала вот в такие вот гаражи, как у Билли. И то, что эта машина стоит здесь долго, для меня это хороший знак. Все. У меня дикий завал по работе, мои переводы работают лучше даже, чем я планировал и хотел, поэтому у меня банально не хватает времени на все поездки, но я собираюсь делать видео и все-таки посвящать время автодвижению, моему
хобби. Мы сейчас находимся в моем офисе, и я хочу вашей помощи и вашего участия. В чем фишка? У меня есть проект, у меня есть интернет-магазин, называется beanbagsheaven.com. Ссылка на этот интернет-магазин будет в описании. Если вы хотите что-то там купить, не переходите по этой ссылке. Этот магазин работает только на местном гонконгском рынке. В этом магазине продаются, это называется бескаркасная мебель. Это вот такие вот мешки, маленькие, большие, средние, ну вот у меня их много разных, да, внутри которых находятся такие маленькие белые шарики, вот такие, вот они у меня. Это классная, дешевая, суперудобная мебель. И я наладил такое мини-производство прямо вот здесь в офисе. Приходят вот такие вот большие мешки, в которых находятся эти шарики, да? Приходят сами чехлы, и люди размещают заказы через интернет-магазин, и, ну, как бы все происходит, все хорошо, бело пушисто, за исключением одного момента. У меня физически не хватает времени на то, чтобы заниматься этим интернет-магазином. Поэтому я ищу человека, который сможет построить рекламные кампании на местный гонконгский рынок через Google AdWords, через Facebook, ну, соответственно, Instagram. И есть еще приложение, называется MeWe. Не знаю, развито, распространено оно у вас или нет, но у нас после того, как прошли слухи, вернее, новости о том, что Facebook сливает информацию своих пользователей, все прям начали заморачиваться и потихонечку мигрировать с Facebook на эту платформу. Так вот, если ты знаешь, как продавать вот такие бинбэги в Гонконге для англоязычного и китаеязычного населения, обязательно напиши мне сообщение в комментарии, напиши, что ты можешь сделать, в какие сроки, с каким бюджетом, и я свяжусь с тобой, и мы начнем этот бизнес. Мой бюджет, вот человеку, который все организует в эффективном и прибыльном варианте, это $1000 в месяц. Еще один важный момент, который я хочу с вами обсудить. Смотрите, я сделал себе прививку от коронавируса. Я выбрал Pfizer, BioNTech. Мне выдали вот такие прям классные книжечки после прививки, какие эффекты после прививки, какие противопоказания, чего, как. Специальная вот такая бумажка с QR-кодом, то есть все хорошо, бело, пушисто, красиво. И почему я затронул эту тему? Потому что я считаю, что все мы, абсолютно все, просто обязаны привиться и помочь, ну, как бы глобально нашей планете выйти из этого ужасного состояния, когда мы ограничены в перемещениях, поездках, ну да и вообще как бы в каждодневной жизни. Ребята, неважно, где вы живете, неважно, доступ к каким прививкам, вакцинам у вас есть, пожалуйста, задумайтесь, включите свою голову, поймите, что самые лучшие ученые этой планеты во всех странах мира заморочились, потратили много времени для того, чтобы победить вот глобальную пандемию, глобальную проблему, да? Хотя бы уже из уважения к этим людям сделайте себе эту прививку и давайте все вместе победим, внесем свой вклад в победу над пандемией. Так что прививайтесь. В продолжении, вернее, в завершении темы прививки я во вторник поставил себе прививку, а в субботу пробежал свою первую гонку. 15 километров. Я ее пробежал за 1,5 часа. Ну, кто-то из вас скажет, что это мало, да, но значит вы красавчики, а для меня это самое лучшее достижение. Так вот, прививка никак не влияет на рабочее состояние организма в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе, конечно, посмотрим, но совет мой, ребят, занимайтесь спортом, думайте о своем цели, и будет у нас всех все хорошо.